Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро. Несмотря на то, что у нас почти что 400, казалось бы, мало подписчиков, да, но при этом уникальных посетителей, те, кто смотрят канал, это больше 14 тысяч за ближайшие 28 дней. И всего просмотров больше 42 тысяч за ближайшие 28 дней. Так что это достаточно немало. И что это мне говорит? Это мне говорит о том, что большое количество новых зрителей приходят, те, которые еще не знакомы с самим каналом. Приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды. Сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за фуллстак разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт,
То есть вы можете, ну, все. То есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт, и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю. Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы... Это серия видео, которая посвящена хакатону. Кто-то принимает участие в хакатоне, а кто-то создает сайт, который вот помогает проводить хакатон. И эта вот серия, она будет посвящена именно созданию этого сайта, как он создается, как я его создаю. А вы можете принять участие участниками или судьями, менторами, организаторами в проведении этого хакатона. То есть, что у нас есть? У нас есть разные роли. Ближайшие это вот организаторы. Кстати, да, надо будет добавить страну Индия. Вот, есть судьи, есть менторы. Вот, и есть участники. Участников можно глянуть, допустим, по прошлому хакатону. Вот победители. Вот, так что, если вас интересует принять участие в качестве какой-то из ролей, то добро пожаловать. Эта серия вот посвящена сайту по созданию сайта хакатона. И если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом
хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги. Так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Проверим, что у нас тут разработчики. Так, этот задал вопрос, этот говорит готово, второй. Давайте второго проверим. Этап 1 полностью готов в проде. Автодеплой на прод прошел, через пару минут на живой сайт. Главное, без спонсора. Гейт пройден целиком, единый источник, прибрано, мелкий техдолг, не блокер из адвизери, 2 косметических стейл упоминания, спонсора тизера на главный, комментарий шапка. Почищу попутно в следующем пиаре, чтобы не гонять отдельный 10-минутный гейт. А дальше мой вопрос про порядок остался без ответа. Ты переключился на стене main, сделай этап 1.5, фикс битого сертификата на июльских личных страницах, пока грамота не выдана, блок сертификата не должен появляться и не должно быть битой картинки. Это же веб-баг напротив, поэтому предлагаю взять его прямо сейчас до этапа 2. А самое главное, что ты должен делать, это не останавливаться и не спрашивать, что делать в начале, что делать в конце. Делай все, что мы согласовали до результата полностью. И в конце уже ты остановишься, потому что так, когда ты делишь все на этапы, ты нарушаешь правила SDLC, нарушаешь философию по автономности, которая описана в контракте. Не нарушай, пожалуйста, наш с тобой контракт, выполняй, пожалуйста, его, выполняй все задачи в той последовательности, как тебе удобно, остановись только, когда ты все уже сделал. И в конце только можешь мне что-нибудь спросить или предложить какие-то улучшения. Ну, то есть просто, чтобы они фигню не делали. Окей, второго мы приняли первый пиар, и давайте к первому. Первый у нас отвечает за правила CI, раунд-трип, флаг-тесты. Готово пиар 2.2.4, браузерный end-to-end, пути участники, слит в main. Запусти браузерные тесты. Хочу глянуть глазами. А то, что он показывал, он написал успешный путь клиента, и он игнорировал правило 1+5. Есть ли у нас где-то записи правил о тестах 1+5? Ну, пока он запустил, я знаю, что он вначале отреагирует на первую мою команду, а запустит, мы как раз посмотрим. Я там не увидел негативных тестов, я хочу посмотреть, действительно ли их там нету. И параллельно пусть он думает насчет 1+5, что 1 позитивный и 5 негативных. Ну вот.
Я не вижу здесь пути клиента. Я вижу, что один и тот же браузер запускается для проверки большого количества моментов, в то время как один раз мог запуститься браузер и все там затестироваться, или запустить там, допустим, сразу несколько. Так, вот он. А меня смущает, что это local host. То есть мы тестируем, получается, на localhost, а не реальный браузер. Так. Да, правило 1 позитивный, 5 негативных или больше записано в нескольких местах. Где правило принудительно применяется. Короткий вывод. Правило живет как контракт. Первое. Я не согласен, что тестируется локально плейрайтом. Я считаю, что все должно тестироваться через факт. Хотя локально как раз и должно тестироваться. То есть новые правки мы видим локально, но финально они, по идее, должны фиксироваться уже на серваке. Ну и мы видим застрявший тест, который не может пройти. То есть это регистрация, ну как раз существенное то, что регистрация пользователя. А выполнил ли ты это правило при создании своих тестов? Это первый вопрос. А второй вопрос, почему постоянно запускается браузер, и каждая отдельная мелочь тестируется запусканием нового браузера, а не одна страница, и прогоняются все тесты на одной этой открытой странице. То есть зачем такие потери? Замери скорость выполнения тестов, как они сейчас сделаны, измени, что все открывается на одной странице и все тестируется на одной странице тестами, и замерь и скажи мне, какая разница в скорости выполнения тестов. Честный вопрос, заслуживает честного аудита, а не самозащиты. Да, я перечитаю ровно то, что я написал, и посчитаю по факту. Мы видим, что здесь тест просто автозапускается. То, что я вижу глазами, один из тестов автозапускается более 5 раз и не падает никогда. То есть сколько из тестов, которые были запущены, они должны вернуться зелеными. То есть как построена логика. Зависшие тесты сейчас не блокируют. То есть получается у нас есть ложно неизвестные, то есть если тесты начались, они вечно выполняются и никогда не выполнены, то они не блокируют. Это же ошибка, перепиши. И понимаешь ли ты вообще из логов, то есть тебе очевидно ли, какой тест завис и какой не выполняется?
Ну, слушай, end-to-end это же самое главное, то есть там как раз именно надо все покрывать негативами, потому что то, что счастливый путь прошел, это ж не значит, что где-то там нету бага. Ты пройди по каждому элементу, накати, ну, то есть по каждому инпуту как минимум 5 негативов, то есть это должно быть не 1 плюс 5, а должно быть там 1 плюс 50. Ну, то есть каждый input, он должен тестироваться по всем правилам, негативами. А почему сейчас новый браузер на каждую мелочь? Playwright по умолчанию дает каждому тесту свежеизолированный контекст страницу по умолчанию. Ну, то есть он опять не обманывает. То есть как на Playwright по умолчанию дает тесту свежеизолированный... Ну, это обман. А как тесты напишешь, так они и будут работать. Нету такого, что Playwright сам дает. Ну, то есть это явный обман. Так, при Full Parallel еще браузер не открывается на весь вид, на всю страницу. Открывается в оконном режиме. Так, Ctrl-V для вставки не работает. То есть надо идти в Handy, копировать принудительно и вставлять. Так, with retries 3 негатива вместо 5, один из негативов, проверка константы, а не режима отказа, не добрал, classify fail, свапил, свалил 2 теста без честного 1 плюс 2, где спорно, но признаю неоднозначность. Везде пропиши качественные сторожи, везде пропиши качественные вдумчивые тесты. Не надо быстрых результатов, сделай качественно, то есть чтобы если кто-то начинает ломать твой код, чтобы это не получилось. То есть нам надо, чтобы все было хорошо рабочим. Ну, то есть куча мелких тестов, которые там заводятся, и они даже не успевают отрабатывать. Браузеров открыто достаточно много. Так, где у нас Handy? Ну, они самозакрываются, это хорошо. Ну, по-моему, многовато. То есть для параллельных задач это нормально. Но это не факт, что параллельные задачи. Разобрался, это не зависание. Лог показывает running 151 tests using worker, map, color, параметризированный по стране плюс no addition, 150 крошечных тестов. Давайте посмотрим, какие тесты у нас запускаются. Но многие ведут на главную. То есть, если это все ведет на главную, то зачем нам каждый раз загружать браузер? Это лишняя нагрузка. Вот эти 5 плюс запусков, ты видишь, это десятки перезагрузок одной и той же карты ради проверки отдельных стран, ровно те потери, о которых ты спросил. Останавливаю прогон, хватит спамить окнами, потом отвечу по всем пунктам цифрами.
В общем, я ему надиктовал, чем я недоволен. Работа его не принята. Дал ему gate 1.5 еще идет. Ну, в общем, я ему сказал все делать до результата. Первому высказал недовольство. Четвертый наш перечитал контекст. Да, он обновлен. Добавился раздел философия CI. Так. Давайте прочитаем, что там добавил. Ключевое, что я теперь обязан соблюдать браузерный end-to-end в видимом head режиме с полным слепком DOM CSS, консоль, trace, скриншот в перезаписываемый лог, чинить причину, не симптом, headless, вместо видимого там, где нужен, видимый, это не способ пройти. Playwright config в репо есть, понял, принял. По твоему последнему, перед commit push merge сделаю git fetch origin main, git rebase, работать со свежим main, зафиксировал. Но сначала я нашел противоречие в требованиях и обязан о нем сказать, а не выбрать за тебя молча. Оно определяет всю архитектуру, конфликт двух твоих желаний. Карта всегда из надежного committed файла, никогда не зависит от КВ базы, без зависимости от того, включен ли мой компьютер. Это ты говорил раньше про CF-крон. Их нельзя выполнить одновременно. Вот почему committed файл может обновить только тот, кто умеет делать git commit в репозитории. GitHub Actions выкинули. Минуты кончились. Cloudflare Worker Cron физически не может коммитить. Значит, committed файлы. Только твой компьютер, локальный крон, в зависимости от компа, возвращается. Но как это возвращается в зависимости от компа? Если я уже закоммитил, то этот файл уже есть. То есть я говорю о том, что если КВ проваливается, то мы должны в любом случае тянуть из локального. Локальный, это я имею в виду уже закоммиченный с компьютера, закоммиченный, втянутый в GitHub и стянутый в Cloudflare из GitHub. То есть локальный я имею в виду тот гид, версия сборки, который хранится на Cloudflare. Так. Что я уже принял? Переголосовал по твоим правкам. Порог стражи 24-25 часов, жесткий блок, без люка, allow state map. Давайте. Вот тут уже пошла регистрация. Вот это уже что-то, да, там пошло. Карта всегда из гарантированного committed источника, никогда не пусто. Мою заглушку при пустом снимаю, ты прав, она противоречит. Ну да, то есть обсуждали одно, потом он в плане ставит вообще противоположное. Как так можно? Поправки на save time накладываются поверх этого надежного файла, не игнорируются, если карта не отрисуется. Карта всегда есть. Рендер проверяем физически, playwright, headed, полный лог. Да, отлично. Так, A, B, ABC. Ну, это он просто фигню надиктовал, я ему по-другому ответил. Неприемлемое вообще предлагал. Так, он что-то написал и начал кодить. Так, сейчас 113 секунд, 92 теста, каждый заново грузит одну и ту же карту. Вот они потери. Видите, правильно я делал, что надо было показать. Так бы оно в фоне все происходило, и 113 секунд тестирует. Вроде бы и немного, да? То есть вроде бы допустимо. То есть мы бы, если бы глазами не видели, то мы бы это и пропустили.
Вот они потери, отвечаю по всем твоим пунктам и перехожу к качественной переделке не наспех. Ответы на твои вопросы. Тест запускается 5 раз, не падает. Это не зависание. Map Colors параметризирован по странам. Но это не то, что запускалось. Зависшие тесты не блокируют. Частично да, и это чиню. Ну, то есть он не увидел, что зависало. Виден ли в логах зависший тест? Да, reported. Печатает каждый тест и тайм-аут. Последняя строка ранен, что висит. Усилие report, чтобы было однозначно. Браузер в окне. Не на весь экран, старт максимайз в одну строчку. Ну, то есть он сейчас плохо написал логирование. Логирование должно быть таким, что в самый хвост отчета пишутся все ошибки, чтобы не надо было искать вверх. И запиши это в проект дизайн, что так вот именно строится логирование у нас на проекте. Я бы, наверное, этот даже момент записал в локальный файл и потом перенес в свои правила. Правильно, интересная штука. Логирование, все ошибки должно выписывать в том числе в самый конец скопом, чтобы не надо было искать вверх, какая ошибка упала, какой код, и ошибки должны быть информативными и сразу в конце, чтобы не надо было искать. Так, это у нас изменения в проект дизайн. Проект дизайн. Неменяемые. AI. Да, давайте вот так вот сохраним. Так, пока они все работают, то я могу пообщаться с третьим. Третий у нас свободен. И у нас залипание кликов в History. History карточек судей. Как я это увидел? Я захожу в History, July. Грузия уже есть. Ну у меня полностью компьютер завис. Проводятся проверки. Вот здесь он зависает. То есть и ничего не происходит, и непонятно, там все ок или не все ок. Давайте вернемся на главное. Тут еще нету у нас Грузии. Возвращаемся назад. Тут Грузия уже есть. Что я увидел? Залипание. То есть если я вот так вот нажал. Давайте глянем. Я, допустим, нажму на этого судью. И все, вот как бы залипло. Активное. А должно ли оно залипать? Может быть, так и правильно? Нет, если мы перевели дальше, то это не должно быть так. Давайте поручим залипание. Для нашего третьего, да?
Первый, второй, четвертый. И вот сюда вот третьего нашего вставляем, чтобы помнить, что он делает. Так, проверки у нас пошли. Я не успеваю видеть, что он тестирует. Но что я вижу, что здесь зависает и не происходит тестирование, скорее всего. Join Hakon Vibe. А сейчас, когда я захожу и кликаю на карточку судьи, то его карточка остается активной. Я бы хотел, чтобы она просто уходила из активного режима, даже если кликнуто, и чтобы просто реагировала на наведение. То есть какое поведение сейчас я считаю неправильным. Если я кликнул на какого-то судью, этот судья у меня открылся в другой вкладке. Тут все нормально, все хорошо, мне все нравится. Я возвращаюсь на то, где все судьи. Я начинаю наводить на других судей, и у меня остается постоянно выделен тот, на которого я уже мышку не навожу. Он должен быть уже неактивным, то есть выделяться на карточки должны везде только тех, на кого я навел. И зависать Active State, вешаться туда не должен. Я думаю, что это должно быть применимо в том числе ко всем организаторам, менторы, участники, то есть абсолютно ко всем карточкам, не только к судьям. Просто сейчас они заполнены, на них я поэтому обратил внимание. Так, мы это копируем и вставляем в нашего третьего. И выделяем. Когда мы выделили, оно автоматически вставилось. Сейчас не было глюка о том, что двойное вставление и в шапку, и в тело. С третьим мы начали обсуждение, второму дали подзатыльник, чтобы он не останавливался на задачах и не спрашивал у нас, а весь согласованный план делал до конца. Первый делает все более качественно, потому что первый раз сделал, как-то. Сделал как-то. Четвертый в процессе выполнения. Это хорошо. Это заявка на... Понял задачу, при клике по карточке судьи открывается в новой вкладке, карточка залипает в активном подсвеченном состоянии после возврата, хотя мышь на ней уже нет. Хочешь подсветка только на наведение ховер, никакого залипания после клика. И применить ко всем карточкам судьи, орги, участники, а не только судьи. Это классика. Клип по ссылке ставит фокус или фокус виз на карточке, а ховер подробнее. Отлично, то есть он пошел выполнять. Это заявка на паузу. Надеюсь, было полезно, интересно, познавательно. Для меня какие-то моменты были тоже интересными, когда я читаю вот так вот, что делает Cloud Code прямо в терминале, что удаляет, что пишет, как мы общаемся. Это повышает мою IT-насмотренность. Я надеюсь, что это повышает вашу IT-насмотренность, и вы будете создавать более качественные свои IT-продукты. Так что я желаю вам финансового благополучия, создавайте проекты-миллиардники в долларах, пусть у вас все получается, и спасибо за лайки, подписки, и спасибо, что смотрите. Надеюсь, полезно.